Он и его команда стабильно поднимаются в первую десятку мирового рейтинга. Он уверен, что теперь он лучший игрок в своей стране, и он хочет подняться еще выше, соревнуясь с иностранными соперниками. Игра, в которую он играет, известна во всем мире, в ней люди используют бомбы вместо оружия, что повышает тактические аспекты игры. Он уже 22 года не работает, но в этом игровом мире он лучший игрок. У него даже есть девушка в игре. Он мог бы жить вечно в этом игровом мире, не возвращаясь в реальность. Внезапно, когда он открывает глаза, он обнаруживает себя в лесу с парашютом на спине, и все его тело болит. Он освобождается от парашюта и не помнит, почему он здесь. У него на голове кровь. Он достает свой телефон, но сигнала нет. Более того, у него в руке странный камень, который не причиняет никакой боли. Думая, что его, возможно, похитили инопланетяне, он находит неподалеку свою сумку с одеждой и еще один маленький пакетик, а также немного временной еды и питья. Он решает исследовать местность, чтобы выяснить, где он находится, и начинает выбираться из леса. Он сталкивается с несколькими страшными насекомыми, которые заставляют его запаниковать и убежать. Когда он выходит из леса, он видит только огромный океан. Постепенно он вспоминает, что произошло. В тот день его мать устроила его на работу в круглосуточный магазин, не спросив его об этом, из-за чего он разозлился и повысил на нее голос. Когда он вышел за продуктами, то столкнулся с несколькими мужчинами в костюмах, которые искали его. Затем он съел единственный бенто, который у него был, и теперь задается вопросом, что он будет есть завтра. Что касается маленького пакетика, который, конечно же, не его, он решает открыть его. Он достает один из них, чтобы осмотреть его, и его движение приводит к тому, что он активируется и начинает обратный отсчет. Чувствуя себя неловко, он выбрасывает его, и когда обратный отсчет заканчивается, он взрывается. Не зная, почему в его сумке лежат бомбы, он решает проигнорировать это и убежать. Затем он видит кого-то вдалеке и пытается подать ему сигнал, но человек достает бомбу и бросает ее в него. Осознав опасность после взрыва и отметив, насколько это похоже на игру, он хватает сумку с бомбами и убегает. Человек продолжает неустанно преследовать его, думая, что оторвался от преследователя и желая найти укрытие. На его пути появляется все больше бомб. У него нет другого выбора, и он хочет дать отпор. Он бросает бомбу, но она не взрывается. Затем он вспоминает процесс активации, и как только преследователь падает, он бросает ее, но она взрывается медленнее, чем ожидалось. Без инструкции он не знает, как правильно ими пользоваться. Преследователь понимает это и гонится за ним, но прежде чем он успевает заметить Руту, та уже стоит у него за спиной с бомбой, угрожая ему. Рута спрашивает об этом месте и бомбах, и преследователь понимает, что Рута потерял память. Он думает, что тот, кто не умеет пользоваться бомбами как Рута, никогда не сможет угрожать ему. Он бросает бомбу в Руду, но промахивается, позволяя Руде сбежать еще раз. Руда убегает и решает сдаться, но все равно попадает под бомбу и падает на соседнее травяное поле. Преследователь не может его видеть, но камень в руке Руды помогает ему почувствовать, что преследователь где-то рядом. Руда понимает, что эта штука похожа на радар, и понимает, что прятаться вечно бессмысленно. Он достает бомбу и понимает, что это бомба замедленного действия, в то время как бомбы преследователя взрываются при столкновении с предметами. Все точно так же, как в игре, что заставляет Руту пытаться убедить себя, что как игрок, входящий в десятку лучших в мире, именно в этом он должен быть лучшим. Затем Рута понимает, что преследователь не знает его местонахождения. Поэтому, когда преследователь планирует контратаковать, разбрасывая бомбы повсюду, чтобы поразить Руту, независимо от того, где он прячется, Рута решает убежать и спрятаться под водой. Преследователь планирует дождаться, когда Рута всплывет на поверхность, чтобы бросить бомбу, но он не понимает, что Рута устроила ловушку у него под ногами. А когда он осознает это, будет уже слишком поздно. Под водой Рута видит, как падают части тела преследователя, и это вызывает у него такое отвращение, что его тошнит. Он считает это самозащитой. После этого Руте снится, как он подал заявление о приеме на работу в игровую компанию, но ему отказали. Его мать очень волновалась и хотела найти ему работу, но он жестко отругал ее. С тех пор отношения между матерью и сыном стали напряженными.
В конце концов, вина лежит на Руте, поскольку он продолжал плыть по течению, не пытаясь найти себе подходящую работу. Он проснулся и почувствовал сильный голод, потому что вчера вечером его вырвало на ее ужин. Затем он увидел девушку на другом берегу ручья. Он сглотнул и подошел к ней, заставив ее в страхе отступить. Наша главная героиня ранее встречалась с Рудой в игре. В то время она им очень восхищалась, потому что он был очень талантлив и о нем писали в игровых журналах. Он лично пригласил ее присоединиться к своей команде, когда увидел, что она сидит одна. Она ждала друга, который так и не появился. Так что Руда пригласил ее поиграть вместе, вместо того, чтобы просто сидеть сложа руки. Она верила, что судьба свела их вместе. На следующий день ее подруга пришла извиниться за то, что забыла об их планах из-за того, что накануне вечером у них были гости. Мы также узнали, что девушку зовут Химика. В реальной жизни Химика привлекает много внимания со стороны мальчиков. Химика также хвастается своей подруге, что накануне вечером играла в игры с кем-то знаменитым. Две девочки гуляют вместе, и Химика интересно, какая Рута в реальной жизни. А что, если он на самом деле старик? Ее подруга советует ей немного помечтать наяву. Они фотографируются во время косплеев в качестве своих игровых аватаров, не зная, как отреагирует Руда, если узнает, что он играл с симпатичной блондинкой-старшеклассницей. Химика была обычной студенткой, но каким-то образом она оказалась здесь. Она думает, что ее наказывают. Оглядевшись по сторонам, она увидела неподалеку сумку с гранатами и забеспокоилась, что ей придется кого-нибудь убить. Затем она посмотрела в сторону леса и подумала, что это выглядит круто, но испугалась, что ее покусают насекомые. Поэтому она передумала и решила отдохнуть в тени. Она вспоминает, как однажды в школе ее друзья принесли лист бумаги, на котором ходили слухи, что если он напишет имя кого-то, то захочет исчезнуть. Это сбудется, и автор получит 1 миллион иен. Внезапно Хамика просыпается и видит перед собой трех пожилых мужчин. Они ничего ей не сделали и говорят, что не хотели причинить вреда. Они предлагают объединиться с ней в группу и использовать бомбы для ловли рыбы в поисках пищи. На острове очень мало признаков жизни, так что им, возможно, придется подождать, пока мимо проплывет корабль, иначе им придется принять участие в этой игре. Дружелюбный пожилой мужчина считает, что им не следует участвовать в этой бесчеловечной игре. Но мужчина с перевязанной головой называет его лицемером. Он говорит, что он учитель, поэтому всегда знает, что правильно. И он не слабый, потому что он практикует дзюдо 4-й степени. Однако боевые искусства здесь ничто по сравнению с бомбами. Пока обе стороны готовятся к бою, мужчина с перевязанной головой берет его в заложники и предоставляет учителю выбор. Умри, чтобы доказать, что он готов следовать своим идеалам и морали, или нападай и будь лицемером. Химика использует электрическую дубинку, чтобы сбежать, поэтому мужчина с головой прилива отпускает ее и говорит, что это был просто тест, чтобы заставить учителя увидеть реальность. Затем они решают выбрать лидера группы и выбирают Химика. Она не понимает, почему выбрали именно ее. Внезапно они обнаруживают, что что-то падает с самолета. В нем еда и вода. Когда учитель возвращается, все трое начинают жадно есть. Он предлагает распределить еду по порциям, но человек с головой прилива перерезает ему горло за то, что он доставляет беспокойство. Химика в шоке вспоминает, как она и ее друзья отправились в дом сэмпая, чтобы потусоваться. Когда они встретили сэмпая, чтобы проводить его до дома, Химика попросила ненадолго отлучиться домой и вернуться обратно. Она проснулась, и толстяк потащил ее за собой. Они оба хотят убежать от другого мужчины, опасаясь, что он убьет их, как убил учителя. Они убегают, и толстяк показывает ей, как пользоваться радаром, встроенным в камень. Она пробует это и обнаруживает, что за ними гонится другой мужчина. Они добегают до подвесного моста, и Химика переходит первую улицу. Толстяк слишком напуган, чтобы перейти, но другой мужчина догоняет его сзади. В страхе толстяк бросает бомбу и перебегает дорогу. Другой мужчина замечает, что бомба испускает какой-то дым, а вокруг нее гибнут растения, поэтому он понимает, что это ядовитый газ. Толстяк хватает Химика за руку, чтобы сбежать вместе. Она не хочет никого убивать, поэтому он начинает слишком остро реагировать, заставляя ее ударить его по лицу, чтобы убежать. Он начинает сходить с ума и пытается напасть на нее, но она угрожает ему электрической дубинкой. Она помнит, как вернулась в дом сэмпая и обнаружила, что ее друзья были изнасилованы сэмпаем и его группой. Она сопротивлялась и убежала, услышав, как ее лучшая подруга зовет на помощь. Но она была слишком напугана и бросила своих друзей, чтобы вызвать полицию. Хотя группа сэмпай была арестована, с тех пор ее друзья избегали ее, обвиняя в том, что она сбежала.
Затем она спряталась в углу и подумала, что это было ее наказанием. Толстяк нашел ее и прижал к земле. Он решил наказать ее и собирался совершить непристойный поступок. Но она решила взорвать бомбу, чтобы погибнуть вместе с ним. Он был слишком напуган и убежал, а она назвала его трусом и бросила в него бомбу. Она только что убила человека, но не чувствовала за собой никакой вины. Поэтому она решила помнить, что мужчины подонки и будет защищать себя любой ценой. Когда она пошла помыться, то встретила Руду. Он не обратил внимания на то, что она купалась, а только заметил, что у нее было совсем немного еды. Когда она убежала, он попытался догнать ее. Не зная, в каком направлении она побежала, он вспомнил, что этот камень обладает свойствами радара. Он сфокусировался и активировал его, увидев направление, в котором она побежала, и немедленно последовал за ней. Затем он заметил сигнал в том кусте, схватил бомбу и выбежал наружу. Тут появился старик и упал навзничь. Он умолял сохранить ему жизнь, потому что не хотел участвовать в этом и не хотел умереть, упав в собственное дерьмо. Он хотел, чтобы тот подтянул штаны и рассказал ему об этой игре. Мужчина понял, что мальчик ничего не помнит из того, что произошло в самолете. Затем они пошли к ручью, чтобы поговорить. Мужчина вспомнил, как его похитили люди в черном, и когда он очнулся, он был в самолете. В самолете было около 30 человек, а вокруг было много вооруженных людей. На экране появился мужчина и сказал им, что это игра, которую он создал. Он не мог поверить, что этот человек осмелился воспринимать это как игру. Этот самолет доставлял их на остров в Тихом океане, но там не было ни еды, ни воды. Если они хотели сбежать, им нужно было принять участие в игре. Любой, кто осмелился бы оказать сопротивление, был бы убит током высокого напряжения. Им пришлось бы сражаться этими гранатами. Было много видов гранат, и каждому человеку выдали бы по 8 штук. Никто не знал, какой тип они получат, и не было никаких инструкций по применению, так что будьте осторожны, прежде чем использовать их. Чтобы спастись, им нужно было собрать чипы, подобные тому, что у них на руке, это дало бы им способность распознавать радары. Чтобы спастись, им нужно было собрать 8 чипов, включая свои собственные. А забрать чипы можно было только после смерти этого человека. В то время Руда поднялся, чтобы выразить протест. Он не помнил, что произошло. Еще и потому, что в тот момент он встал, чтобы возразить, и, казалось, знал, кто этот человек на экране. Из-за того, что он сопротивлялся, его усмирили и ударили током по голове. Затем их заставили надеть парашюты и столкнули с самолета. Парашюты раскрывались автоматически, так что любого, кто отказывался лететь, убивало током, и он падал. Когда его сбрасывали, человек на экране, казалось, знал, что Руда был лучшим игроком в игре. Теперь он понял, почему у него была кровь на голове и почему он был в лесу в самом начале. Затем он попытался рассуждать здраво и увидел, что все правила были похожи на игру, в которую он играл, и человек, стоящий за этим, мог быть разработчиком игры, которую он возглавил. Он понял, что ему придется убивать людей еще 6 раз, если он хочет сбежать. Он не был уверен, что сможет это сделать. Старик увидел, что он был шокирован, услышав правду, и пригласил его присоединиться к ним. Он заколебался, заставив старика подумать, что он этого не хочет. Он просто беспокоился, что если они пойдут вместе, то им придется убить до 14 человек. Старик вообще не хотел участвовать в этой игре, но попытался бы найти другой способ сбежать. Он все еще колебался, заставляя мужчину думать, что он видит в нем обузу. Но он согласился пойти вместе при условии, что хочет посмотреть, какого типа бомба была у этого человека. Но мужчина отказался, потому что они еще не доверяли друг другу, поэтому им нужно было сохранить секретное оружие друг для друга. В то же время это был способ для обоих проявить уважение друг к другу. Он понял, что этот человек не был глупцом. Осознание того, что этот человек умен, придало ему больше уверенности в том, что он не предаст его. Затем они отбросили свои сомнения и представились друг другу. Этого человека звали дядя Тара, и после разговора он почувствовал, что тоже выглядит хорошо, но все же его привезли сюда. Затем они услышали какой-то звук в небе, и Руда поднялся наверх, чтобы проверить. Дядя Тара подбежал к ним, и они оба поняли, что это был звук самолета. Что-то упало вниз, и Рудер понял, что это были запасы еды. Он заметил что-то поблизости и уже собирался подбежать, чтобы забрать это. Он увидел, что девочка уже выбежала, чтобы схватить это первой. Но внезапно место, где она стояла, взорвалось, а затем оттуда вышел мужчина, забрал чип и убежал со всеми бомбами и чемоданом с припасами. Он понял, что этот человек, похоже, прятался здесь и заранее устроил ловушку.
Это было очевидно, потому что, когда кто-то видел еду, все подходили к ней. Он не понимал, как люди могут убивать других, не задумываясь ни о чем. Затем дядя Тара поднялся наверх и извинился за то, что не принес еды. Мужчина увидел труп и сообщил ему, что кто-то пришел заранее, чтобы расставить ловушку. Именно он должен был взорвать бомбу. Он также видел там чемодан с едой, но это не стоило того, чтобы обменивать его на свою жизнь. Дядя Тара подбодрил его и сказал, что нужно есть, чтобы жить, и они попытаются добраться туда и достать еду. Если они не смогут ее достать, значит так тому и быть. Но они не должны сдаваться, не попробовав. Поэтому они спустились с горы и отправились за едой. Затем мы узнаем о человеке по имени Кира, которому 14 лет. Он убежал из дома, потому что подвергался жестокому обращению со стороны своего отца, что привело к появлению вредных привычек, воровству и карманным кражам, которые закончились убийством и изнасилованием 3 женщин. Он был арестован, и полиция сказала, что хотя он выглядел симпатичным, он был психически болен. Лучший адвокат решил внести залог, этот сумасшедший хочет укрепить свою репутацию, и в зависимости от степени психического заболевания, этому парню, возможно, не придется садиться в тюрьму. Полиция была совершенно беспомощна, когда увидела, как он открыл рот и улыбнулся. Когда Кира оказалась здесь с адвокатом, она начала убивать лягушек просто ради забавы. Адвокат все еще верил, что сможет перевоспитать этого сумасшедшего. Он не знал, как объяснить это Кире. Затем они увидели, что у них пропадают припасы. Адвокат хотел, чтобы Кира позволила его отцу последовать за ним. Он не боялся спорить с адвокатом, но в присутствии отца вел себя тихо, как мышка. Из-за такого отношения отец Киры становился все более жестоким. Затем они втроем отправились на склад боеприпасов, и отец взял бомбу Киры, чтобы прикрепить ее к дереву, чтобы принести припасы. Но только владелец бомбы мог использовать ее, поэтому Кире пришлось взорвать ее. Бомба создала вакуум и привела к падению дерева. Затем отец завладел чемоданом и сказал, что есть могут только те, кто последовал за ним. Когда адвокат возразил, он сказал, что адвокаты здесь не имеют никакой власти, потому что здесь действует закон джунглей. Кира разозлилась на своего отца, и он ее отругал. Он прижал мальчика к себе и заставил Киру вспомнить то время, когда с ним жестоко обращались. Он вытащил бомбу и прикрепил ее к мужчине. Мужчина не успел вовремя снять рубашку, и его засосало насмерть. Он все еще думал, что адвокат защитит его, но адвокату надоел этот сумасшедший. Отец был плохим, но сын был еще хуже. Он назвал Киру проклятием человечества и убежал. Разозлившись, Кира обнаружила, что кто-то приближается. Приехали Рюта и дядя Тара. Он понял, что не заметил Киру, вероятно потому, что радар не мог обнаружить людей, стоящих на месте. Он увидел, что Кира только что кого-то убила, и Кира сказала, что здесь нет никаких правил, так что тот, кто заслуживает смерти, умрет, а выживут сильные. Кира забрал бомбу у своего отца, и эти двое воспользовались возможностью сбежать. Он не позволил им убежать, потому что это место было очень похоже на игру, в которой он был лучшим. Кира использовала радар, чтобы следить за ними. Рута не знал, что ему теперь делать, драться или продолжать бежать. Внезапно дядя Тара споткнулся и вывихнул лодыжку. Он хотел, чтобы тот убежал и оставил его позади. Он не знал, стоит ли ему рисковать своей жизнью, чтобы спасти кого-то, кого он только что встретил. Тогда он решил сказать этому человеку, чтобы тот оставался на месте, пока он будет заманивать этого сумасшедшего в другом направлении. Затем он решил преподать этому парню урок и забрать все его бомбы, потому что в конце концов он был лучшим игроком в мире. После этого обе стороны постоянно использовали радар, чтобы отслеживать позиции друг друга. После принятия решения Рута повернула назад, и эти двое повернулись лицом друг к другу и сбросили бомбы на землю. Благодаря этому действию обе стороны признали, что противник был опытным игроком, но Рута поняла, что у этого парня было только 3 звезды рейтинга, в то время как у него было 4 звезды. Кира была взволнована, увидев, что он тоже был игроком. Дядя Тара воспользовался возможностью, чтобы забрать чип у своего отца, в то время как Рута должна была посмотреть, что за бомбу оставил этот злой ребенок. Затем он попытался убежать и устроил ловушку для Киры. Кира только и знала, что гнаться за ним, а потом попала в ловушку Руты. Ловушка все еще была слишком легкой, чтобы справиться с Кирой. Кира знал, что он нападет спереди, поэтому он бросил вакуумную бомбу. Она прилипла к рюкзаку, поэтому Рюда быстро выбросил рюкзак. Кира знал, что он был игроком, но сильным только в игре, а не в реальной жизни. Парень встал, чтобы отчитать Руду, и тот подумал, что парень просто не умеет отличать хорошее от плохого. Из-за того, что он раскрыл свою позицию, он попал под бомбу и ударился головой о камень. Потом он понял, что это всего лишь игра, и стал относиться к ней как к игре.
Сейчас он испытывал те же ощущения, что и каждый раз, когда играл, так что он начал погружаться в игру с головой. Когда его обнаружили, он использовал пустой пакет, чтобы заблокировать вакуумную бомбу. Затем он продолжил движение. Кира продолжала использовать радар, чтобы определить его местоположение, но ничего не смогла увидеть. Думая, что он стоит неподвижно, он бросил бомбы, но затем мальчик появился сзади. Он продолжал бегать кругами, и хотя мальчик включил радар, он по-прежнему ничего не видел. Он освоил технику, доступную только прозе, которая заключалась в том, чтобы заглушать радар. До тех пор, пока он активировал радар в нужное время, когда ребенок им пользовался, это создавало помехи. Кира не знал, где он находится, двигался ли он или стоял на месте, и начал путаться. Поэтому он осторожно дал ребенку бомбу. Затем к нему вернулось осознание реальности, и он понял, что только что сделал, и он только что снова чуть не убил кого-то. Затем он связал Киру, забрал свои вещи и ушел. Парень захотел узнать, как его зовут, поэтому он назвал свое настоящее имя. Кира понял, что он единственный японский игрок в мировом рейтинге, и нашел этот остров очень интересным. Затем Рюта и дядя Тера поужинали после многих дней, проведенных на острове. Хотя это была всего лишь обычная чашка лапши, в то время это был деликатес, ради которого им пришлось рискнуть жизнью. Мужчина не переставал говорить о том, как он благодарен Руде. Он даже рисковал ради него своей жизнью, что растрогало его до слез. Он чувствовал, что это был первый раз, когда кто-то был так благодарен ему, но он задавался вопросом, что же он такого сделал, чтобы попасть сюда. Тем временем дома мать Арды была на грани самоубийства, когда его отец вернулся вовремя, чтобы спасти ее. Она хотела умереть, потому что не выполнила свой материнский долг. Она так плохо воспитала Раду, что он даже не видел в этом человеке своего отца. Именно она написала его имя на той бумаге и привела его сюда. Вернувшись в Руту, они с дядей Тарой обнаружили труп толстяка, упавшего с водопада. Он хотел пойти проверить, нет ли там врагов, и сказал дяде Таре спрятаться здесь с припасами. Проверив свой инвентарь, он обнаружил 2 бомбы замедленного действия, 6 артиллерийских снарядов и 3 вакуумные бомбы. Он подбежал к нам, но не стал включать радар, опасаясь быть обнаруженным врагами, поэтому решил проверить это невооруженным глазом. Затем он обнаружил труп, который начал разлагаться, и решил, что его не вырвет. Чип, похоже, у него забрали. Дядя Тара там внизу тоже забрал чип с трупа толстяка. После минутного колебания Рута решила воспользоваться радаром. Он увидел кого-то на горе и понял, что это та самая девушка, с которой он познакомился. Он подумал, что это она убила тех 2 мертвецов, которых он видел. Химика поняла, что ее сканируют, поэтому она бросила бомбу с ядовитым газом и вынудила Руду выбежать из леса и встретиться с ней лицом к лицу. Он заметил, что на ней было 4 сумки, так что если бы они соревновались в количестве бомб, он бы наверняка проиграл. Он попытался вступить в переговоры и попросить мира. Она согласилась выслушать и положить свою бомбу, но его подход заставил ее забеспокоиться, и она бросила в него бомбу, думая, что он пытается ослабить ее бдительность. Он выжил после взрыва бомбы и решил броситься вперед. Когда он проносился мимо, она выхватила электрическую дубинку, чтобы атаковать, заставив его увернуться. Он все еще пытался вести переговоры, когда она уже собиралась броситься на него и ударить. Представив себе, как его ударит током, он запаниковал и ударил ее по руке, в результате чего она сама получила удар током. Увидев, что она без сознания, он забрал у нее бомбы. В нем проснулось желание, заставившее его задуматься о том, чтобы воспользоваться преимуществом в этом месте, где его никто не мог увидеть. Но он сдержался и понял, что толстяк, которого он увидел, вероятно, был причиной того, что химика так испугалась. Он унес ее, и когда она проснулась, он сообщил ей, что ее тело все еще парализовано из-за электрической дубинки, и он хотел, чтобы она была уверена, что он этого не сделает, не причиняя ей вреда. Но она достала бомбу замедленного действия и пригрозила, что умрет вместе с ним. Она предпочла бы умереть чистой, чем быть оскверненной. Ему удалось остановить ее до того, как взорвалась бомба. Увидев, что она действительно настроена серьезно, он отвел ее обратно к дяде Таре. Эти двое пригласили ее поесть и сказали, чтобы она не беспокоилась. Оба хотели покинуть остров, поэтому им нужно было, чтобы она присоединилась к ним и помогла. Но она задавалась вопросом, какой смысл возвращаться, если люди, которых они знали, решили подписать бумаги, чтобы заставить их исчезнуть. Если бы они вернулись и встретились с этими людьми, что бы они сделали дальше? Рута не знала, откуда у нее эта информация, но именно ее друзья написали ее имя. У дяди Тары были хорошие отношения со своей семьей, но ранее он поссорился с покупателем. Рудер понял, что дома ненавидят всех людей на этом острове, поэтому их и привезли сюда.
Похоже, что именно его мать написала его имя на бумаге. Он еще не принял эту истину, как вдруг все трое услышали шорох в лесу. Он направлялся прямо к ним, но радар ничего не смог обнаружить. Дядя Тара взял фонарик из припасов и посветил им, чтобы увидеть множество пар глаз. Все трое предпочли убежать, но Химека все равно пострадала от удара током. Выяснилось, что напавшие на них существа были гигантскими ящерицами. Он передал Химека дяде Таре, чтобы тот вернулся за припасами. Он ударил камнем по голове ящерицы и бросил бомбу в группу, преследующую дядю Тару, но не видел, как она взорвалась. Он понял, что поскольку он не убил того ребенка, бомба еще не принадлежала ему. Он порылся в своей сумке, и из-за того, что сумок было слишком много, дядю Тару укусили за ногу. Он только что нашел бомбу и бросил ее, чтобы отогнать ящериц. Затем все трое ушли, Руда нес Химика, а дядя Тара нес бомбы и припасы. Этот человек увидел, что он действительно герой, каким могут стать немногие. Он мог бы бросить его и Химика и убежать, но все равно решил помочь. Он хотел, чтобы тот был менее пессимистичен. Честно говоря, этот человек тоже очень боялся каждый раз, когда уходил. Он не знал, вернется ли тот или его бросили. Что касается того, что Химика сказала ранее, то ему показалось, что это правда. Возможно, он хорошо относился к своей семье, но на работе вел себя как диктатор и совершил немало плохих поступков, так что было понятно, если кто-то его ненавидел. Он считал, что это было его наказанием. Затем на него снова напали ящерицы. Дядя Тера убежал вперед. Он отделился от человека и бродил по лесу в темноте. Он обеспокоенно воспользовался радаром, чтобы найти его, но ничего не смог разглядеть. Он подумал, что мужчина стоял неподвижно и намеренно забрал всю еду. На него снова напала ящерица, но чтобы справиться с ней, прилетела бомба. Дядя Тара вернулся и изо всех сил пытался его найти. Он понял, что обе стороны использовали радары, создавая помехи. Он извинился за то, что сомневался в этом человеке, но не винил его, потому что когда люди боятся, они склонны думать о негативных вещах. Этот человек больше не держал в секрете тип своей бомбы, потому что раньше он не доверял ему полностью. Но теперь он полностью доверился ему. Он верил, что будет спасен, если пойдет с ним. Затем все трое почувствовали морской бриз, и они поняли, что вот-вот выберутся из леса. Дядя Тара нашел впереди хижину, и они быстро отвели Химика туда. Им пришлось затащить Химика в хижину, чтобы избежать встречи с ящерицами сзади, но она была ржавой и сломалась, из-за чего все трое упали. Дядя Тара попросил его поднять Химика наверх, пока он будет сдерживать ящериц, но его бомбы были следящего типа. Они могли поражать только отдельные цели и не могли уничтожить их все. Он отчаянно пытался разбудить своего Ика, а когда дядя Террор вернулся, он забрался наверх один. Этот человек думал, что спасет себя и бросит Химика. Но он побежал назад и бросил газовую бомбу в самую гущу леса. Ящерицы убежали. Он хотел, чтобы дядя Тера отступил и сообщил ему о чрезвычайно токсичном действии этого газа. Поскольку они находились в направлении ветра, газ не мог взорваться здесь. Он смог использовать его только благодаря тому, что Химика активировала для него руку. Теперь он увидел разницу между игрой и реальной жизнью. В игре не могло быть ветра, и он также не мог использовать чужие бомбы. Затем Химика проснулась. Все трое подошли к хижине и заметили, что, похоже, здесь раньше было сражение. Дядя Тера внезапно почувствовал недомогание. Его рана не была перевязана и продезинфицирована, поэтому она начала опухать и причинять ему боль. Затем он потерял сознание, и Руде пришлось искать способ помочь ему. Проведя разведку вокруг, он понял, что ящерицы вернутся. Химика не знала, сделал ли он что-нибудь, пока она была без сознания, но он покраснел, из-за чего она назвала его ужасным человеком. Когда он дотронулся до нее, чтобы все объяснить, она испугалась и никому не позволяла прикасаться к себе. Затем он пошел за лекарством, чтобы продезинфицировать рану дяди Тары. Хотя ему было больно, он хотел продолжать, но его тело корчилось, и ему пришлось попросить Камика придержать его. Она все еще боялась прикасаться к другим, поэтому он напомнил ей, что дядя Тара был ранен, потому что защищал ее. Состояние дяди Тары после этого временно стабилизировалось, но они не знали, что делать дальше. Администратор игры пришел проверить и обнаружил, что Рута все еще жива и столкнулась с 4 игроками, но убила только одного и теперь объединилась с 2 другими.
Человек в шляпе хотел, чтобы сотрудники продолжали наблюдать за Рутой, поскольку он был ценным источником информации. Затем Рута заметила, что химика, судя по ее телефонному фону, увлекается косплеем. Когда он захотел узнать ее имя, она пнула его по ноге за то, что он подглядывал в ее телефон. Она не собиралась присоединяться к группе с ними обоими и не доверяла ни одному из них, поэтому не назвала своего имени. Но он хотел кое-что спросить о количестве бомб и чемодане, о том, как она их достала. Она могла использовать бомбы разных типов только в том случае, если их владельцы погибли. Он задавался вопросом, убивала ли она этих людей, чтобы заполучить эти предметы. Он также не доверял ей и думал, что она может предать его в любой момент. Она пыталась объяснить ему свои трудности, но он не был уверен, притворяется ли она, потому что, если она предаст и убьет их обоих сейчас, у нее будет достаточно фишек, чтобы вернуться. Внезапно он почувствовал, что кто-то использует радар. Химика была единственной, кого заметили, поэтому она захотела уйти, чтобы избежать встречи с ним вдвоем. Но Руда заметил, что противник обнаружил только одного человека, поэтому он решил активно проявить себя, чтобы ввести их в заблуждение. Когда он вернется, он продолжит разговор. Затем он пошел в лес, активировал радар, чтобы определить местоположение, и побежал, чтобы выманить противника подальше от хижины. Но как только он активировал его снова, кто-то оказался у него за спиной. Он вовремя увернулся, и нападавший оказался тем парнем с повязкой на голове, от которого химика сбежала. Затем он погнался за Рудой, которому пришлось спрыгнуть вниз и достать бомбу, чтобы угрожать ему, потому что этот парень использовал нож. Он хотел, чтобы Руда присоединился к ней, но тот отказался, поэтому он прибегнул к угрозам. Внезапно в его сторону полетела бомба. Он встретил адвоката, который встал на сторону этого парня. Он увидел, что у того было несколько типов бомб. Поэтому он посчитал его убийцей и хотел, чтобы парень с повязкой на голове немедленно расправился с ним. Но он ударил адвоката током и убежал. Парень с повязкой на голове не убил его сразу, а последовал за ним до ее убежища. Он вернулся, чтобы встретиться с дядей Тарой Химика, но она хотела проигнорировать их обоих, забрать свои вещи и уйти. Однако другой парень последовал за ним сюда. Раньше он был наемником, так что ему было легко отслеживать следы. Он снова встретил химика и понял, что след Руды приведет его к ней, потому что он узнал электрическую дубинку. Он увидел у нее свои вещи и решил, что толстяк, должно быть, был убит ею. Он хотел забрать у них чипсы, но Рута достала электрическую дубинку, чтобы пригрозить ему. Он думал, что знает об этой игре и попытается найти в ней недостатки, чтобы помочь им вернуться, не убивая. Но он посчитал, что это слишком по-детски, и понял, что ему также нужно оставить 8 фишек. Он уже собирался ударить его ножом, когда в комнату ворвался дядя Террор и отрезал ему 4 пальца. Его ударили, и он упал с крыши хижины. Когда Ройтер пришел в себя, он понял, что, к счастью, застрял на дереве. Он побежал обратно в хижину и обнаружил там только дядю Тару, у которого забрали все вещи. Он увидел, что химика оставила телефон, и посмотрел на фотографию. Поняв, что это та самая химика, которую он любил в игре, он решил пойти и спасти ее. Но дядя Тара нуждался в нем там. Он обещал вернуться с лекарством, чтобы остановить кровотечение. Но дядя сказал, что если он оставит его сейчас, то действительно сойдет с ума. Тем не менее, он все равно ушел. Химика теперь была связана двумя другими парнями. Наемник решил медленно пытать ее. Он сделал небольшой порез на ее руке, когда поступил сигнал радара. Химика снова вышла в эфир, и наемник понял, что Рута все еще жива. Он послал адвоката забросать его бомбами, а сам подождал, чтобы ударить ножом, если тот пройдет мимо, потому что они знали, что у него не осталось бомб. Затем раздался взрыв, и наемник не знал, кто еще остался в живых. Поэтому он подождал, чтобы увидеть, кто войдет. Но он увидел только адвоката, который бросил бомбу в Руду, когда увидел его, но тот уже исчез. Оба использовали радар, но он избежал обнаружения, стоя неподвижно. Затем он прокрался внутрь и добрался до комнаты, где содержалась химика. Когда упала бомба, он вовремя поймал ее и обезвредил. Он понял, что если он сможет обезвредить бомбу, то сможет ее использовать. Он пошел спасать химемика и рассказал о том, как они вместе играли в эту игру, задаваясь вопросом, была ли это она. Она знала, что это та самая Руда, о которой она заботилась все это время, но не признавалась в этом, поэтому он подумал, что, возможно, перепутал ее с другой химика. Когда они убегали, их засекли радаром. Так что наемник послал адвоката разобраться с Рудой. Он погнался за ним и бросил бомбы, но тот увернулся и бросил обратно бомбу, которую только что приобрел. Однако химика снова попала в плен. Он дал ему шанс вступить в рукопашную схватку и выбросить нож. Он решил нацелиться на нож.
Он вычислил, где были собраны 8 фишек. У него было по крайней мере 2 фишки, так как у него было несколько типов бомб. У химика и толстяка было по 2 фишки. У дяди Тары, адвоката, было еще по 2 фишки. Учительница, которую он убил, и он сам получили по 2 фишки, итого 8 фишек. Он дал ей возможность выхватить нож, но как только он это сделал, он ворвался в комнату, избил ее и схватил за руки. Он заявил, что нарушил правила, прикоснувшись к ножу в рукопашной схватке. Химика бросилась его спасать, но он оттолкнул ее. Однако ей удалось подложить в него газовую бомбу. Когда газ начал распространяться, им обоим пришлось убегать. Загнанный в угол, Рута увидел путь к отступлению. Он вскарабкался наверх и протянул руку, чтобы вытащить химика за собой. Но другой парень все еще гнался за ней и схватил ее за ногу. Он бросил в ответ бомбу. Он думал, что ему нужно 10 секунд, чтобы остановить бомбу, но та, которую он забрал у адвоката, уже была настроена на обратный отсчет в 3 секунды. Они оба избежали смерти, и мастер игры увидел, что Рута победила человека, который должен был выиграть эту игру. В прошлом, когда химика подвергалась остракизму со стороны друзей, она просто пряталась дома. Рута была единственной, кто пришел поговорить с ней. Он не стал задавать вопросов, потому что у каждого есть свои секреты, он просто хотел, чтобы она помнила, что он всегда будет рядом с ней. Возвращаясь к настоящему, Бруто получил еще 3 фишки в результате недавнего инцидента. Но он все же решил не позволять этой игре сводить его с ума, как другие. Что касается организаторов игры, то они использовали трехмерное моделирование, основанное на данных участников игры. Похоже, они планировали использовать эти трехмерные модели для разработки игр в будущем. В ту ночь Руде и химика пришлось остаться там, потому что ночью на лесной тропинке было очень опасно. Он взял еду, чтобы поделиться с химика, и пошел переодеться. Когда он закончил переодеваться, он вернулся к химика и решил переночевать в другой комнате. Но она разрешила ему спать в той же комнате до тех пор, пока он не переступит определенную черту. Она также считала, что он слишком сумасшедший, чтобы прийти сюда без оружия. Он надеялся, что она была той химика, которую он знал по игре, потому что он был всего лишь ребенком, безработным и умел только погружаться в игры. Он ставил своих друзей в интернете превыше всего, и химика была единственной, кто принял его реальность, заставляя его очень беспокоиться, действительно ли она такая, в опасности. Но оказалось, что он ошибся в ее личности. Он думал, что она спит, но на самом деле она просто пыталась подавить свои эмоции. Когда она была в отчаянии, он пришел, чтобы спасти ее, и он был тем самым Рудой, которого она знала. Но несмотря на это, ее разум разрывался между ненавистью ко всем мужчинам и желанием сделать для Руды исключение. Она мечтала о дне их свадьбы в игре, а теперь это произошло в реальной жизни. Внезапно ее разбудил яркий свет. Она увидела кого-то очень страшного и закричала. Руда не знала, кто там был, но она описала человека, которого видела как похожего на привидение. Она не могла ясно видеть из-за света, бьющего ей в глаза. Услышав, что у человека был фонарь, он заподозрил, что это игрок, и они вместе отправились на поиски. Он уже собирался разделиться, чтобы продолжить поиски, когда она немного испугалась. Использование радара ничего не показало. Внезапно он увидел свет вон там. Поэтому он оставил химика с фонариком и пошел проверить. Если что-то случится, она должна включить радар, чтобы дать ему знать. Когда он прибыл на место, он обнаружил, что здесь, возможно, прячется враг. После того, как он вошел внутрь, он никого не увидел, но там все еще был чемодан с припасами. Он заподозрил, что это ловушка, и уже собирался уходить, когда призрак оказался у него за спиной и попытался ударить его ножом, но он вовремя среагировал. Следующий удар был почти удачным. Пока он держал косу, он отбросил призрака ногой. Затем он понял, что это была женщина, и ее рука с чипом исчезла. Вот почему он не мог увидеть ее на радаре. Ему стало интересно, как долго она там пробыла. Затем он вернулся, чтобы позвать химика, которая была так поражена, что ударила его по лицу. Когда они встретили женщину, она проснулась и запаниковала, увидев Руду, поэтому химика попросила его выйти на улицу. Затем она поговорила с женщиной, которая увидела, что химика, похоже, доверяет Руде. И она рассказала свою историю. Она была медсестрой в маленькой больнице и усердно работала, пока ей не перевалило за 40, сама того не осознавая. Однажды врач, которым она восхищалась, попал в беду, и она изо всех сил пыталась спасти его, но только для того, чтобы на нее свалилось чувство вины. Вскоре после этого ее выбросило сюда, и она снова встретила доктора. Он обманом заставил ее сотрудничать. И когда он получил 6-й чип, он использовал бомбу, чтобы напасть на нее и забрать ее чип, чтобы вернуться одному. Но из-за того, что бомба была не слишком мощной, она потеряла только руку. Она не понимала, почему эта игра все еще продолжается.
Она предупредила Эко, чтобы он был осторожен, потому что когда они получают шестую фишку, начинается проверка на доверие. Затем она рассказала Руте о вертолете, который прилетит за ними, когда у них будет достаточно фишек. Поэтому Рута решила найти 7 фишек и заманить пилота к себе. А затем использовать бомбы, чтобы угрожать вертолету и угнать его. Он хотел вернуться к дяде Таре, но химика не сказала ему о том, что произойдет, когда они получат 6 фишек. Затем они попрощались с женщиной, и им показали кратчайший путь назад. Ящерицы приходили только ночью, поэтому им нужно было уходить рано утром. Женщина решила поверить, что руда защитит химика. Между тем дядя Тара был спасен доктором, который ранее оставил женщину в больнице. Он остановил кровотечение для дяди, и его целью было просто спасти его, чтобы использовать позже. Руда и химика вернулись туда. Он осторожно попросил его отойти, но тот объяснил, что просто проходил мимо и вовремя спас дядю Тару. Дядя Тара также сказал ему остановиться, потому что этот человек спас его. Он решил поверить, но все равно хотел посмотреть, что это за бомбы. Глядя на них, он понял, что эти бомбы можно установить и взорвать дистанционно. Он не заметил никаких признаков использования, поэтому доверился ему. Но на самом деле он просто ни с кем не сталкивался за последние 3 дня. Он представился папой, и когда он услышал, что группе Руты нужен всего лишь еще один чип, он решил воспользоваться этим. Самолет с припасами прилетел снова. Так вот, группа захотела сходить за едой для дяди Тары. Хотя ему это и не понравилось, Руда все равно хотел, чтобы он был спокоен. Затем они втроем спустились вниз и посмотрели, в каком направлении находится ближайший склад. Сканирование показало, что поблизости находилось до 6 человек. Эти трое все-таки решили вмешаться, чтобы посоревноваться с остальными. Повторное сканирование показало, что 2 человека сдались. Двое все еще направлялись в их сторону, чтобы посоревноваться, а двое просто наблюдали. Он все же ворвался внутрь, а затем столкнулся с палачом в очках, который расставлял ловушки раньше. Оба бросились к чемодану, но промахнулись, так что им пришлось столкнуться лицом к лицу. Он увидел, что этот палач был довольно жестким и к тому же готовым к драке. Обе стороны забросали друг друга бомбами и отступили. Химика столкнулась с девушкой, которая была с другим парнем, и была сбита ею с ног. Она сбросила бомбу и ушла. Рута пряталась за скалой и нигде не видела другого парня. Папа взял чемодан, но не смог снять парашют. Другой парень пустил газ и сказал папе, чтобы он бросил чемодан и бежал. Затем он бросил чемодан обратно и взорвал бомбу, которую прикрепил к чемодану, чтобы снять парашют. Он передал чемодан Руди, чтобы тот забрал его. Он схватил его и побежал, чтобы его не схватил другой парень. Химика была еще жива и достала электрическую дубинку, чтобы угрожать девочке. Она пришла в сознание и выбросила бомбу. Она была уверена, что у нее есть преимущество, потому что ее бомбы были артиллерийского типа, в то время как у других девочек было время. И у нее также была электрическая дубинка, которая противостояла железный прут другого. Что касается Руды, то он пытался убежать, когда внезапно откуда-то прилетели огненные бомбы и преградили ему путь. Он не смог убежать. И эти огненные бомбы были от парня, который был с девочкой Кирой и бросал их вниз. Кира советовала этому парню прикончить Руту, но он не послушался. Парень в очках ворвался в комнату и ударил Руту ногой в челюсть, затем украл чемодан и прыгнул в воду, чтобы потушить пожар. Его тоже ударили еще раз, так что ему тоже пришлось прыгнуть в воду. Кира хотела, чтобы он устроил засаду на берегу, где двое других могли бы подняться наверх. Что касается химика, то несмотря на то, что у нее была электрическая дубинка, она все равно не смогла одержать верх. Потому что другая женщина понимала психологию химика и знала причину, по которой она носила с собой средства самообороны. Химика, она потеряла самообладание и напала на меня. Значит, ее пнули, и она потеряла свою электрическую дубинку. А потом ее связали. Женщина посоветовала химика сдаться. Но химика теперь не понимала, почему она так упорно пыталась умереть раньше, а теперь отчаянно цеплялась за жизнь. Она поняла, что причиной был Руда. Она сопротивлялась и оттолкнула женщину, подняла свою электрическую дубинку и прижала ее к женщине, заставив ее сердито схватить химика за голову. Над ней пролетела бомба от папы, и, к счастью, им обоим удалось увернуться от нее. На самом деле он намеревался убить и ее, и ту женщину, но когда он увидел, что она все еще жива, он подошел и спросил о ее самочувствии, как будто только что спас ее. Она знала, что не может доверять этому парню, но если она скажет что-нибудь сейчас, он немедленно начнет действовать. Тем временем Руда выбрался на берег.
Он увидел парня, который бросил зажигательную бомбу и решил пока не выходить на берег. Этот парень никого там не видел, но заметил чемодан, поэтому он небрежно подошел, чтобы взять его, а затем наступил на бомбу и умер. Парень в очках получил еще один осколок, но Рута встала и пригрозила ему бомбой, заставив его бросить все бомбы и чемодан. Он подчинился, а Рута не понимала, почему он мог так легко отказаться от всего. Он сказал парню, чтобы тот убирался с этого места, и все еще беспокоился, что тот устроил ловушку. Он был обеспокоен тем, что у парня был какой-то пульт дистанционного управления, и попросил его показать свои руки, но у него ничего не было, что сделало Руду еще более подозрительным. Когда Руда позже рискнул приблизиться, парень активировал детонатор, спрятанный у него во рту. Он подумал, что ему это удалось, и включил радар, но Руда все еще был там. Организация была очень взволнована битвой между ними, так как у Руды было 3 фишки, в то время как у другого парня было 4. Не обязательно было убивать другого человека, но достаточно было просто забрать у него достаточное количество фишек, чтобы сбежать с острова. Парень в очках спрятал контроллер в рукаве и вытащил его ртом, когда Руда не обращал на него внимания. Но Руда выжил, потому что на самом деле он не подошел к чемодану, а пошел в направлении, которое обмануло зрение парня. Рута знала, что он бросится в дым, чтобы забрать вещи, поэтому он бросил бомбу, но парень не подошел, а вместо этого подошел к трупу, чтобы забрать вещи. Зажигательная бомба. Рута бросилась в воду, спасаясь от огнеметной бомбы, а затем беспомощно наблюдала, как парень унес чемодан. Каким-то образом этот парень вдруг узнал имя Руты. Рута не знала, откуда ему известно его имя, поэтому он спросил, но парень просто отвернулся. Когда Рута позже выбрался на берег, он снова встретил Киру. Мальчик подумал, что битва между ними была великолепной, и также хотел когда-нибудь провести матч-реванш с Ратой. Он также забрал бомбы у Руты, так как Рута все равно не могла их использовать, пока ребенок не умрет. После этого Рта в изнеможении рухнул на песок. Химика и папа пришли его искать. Он извинился за то, что потерял чемодан. Папа внешне сказал, что все в порядке, но про себя проклял Руду за бесполезность. Химика обняла его, чтобы показать свою заботу. На обратном пути Руда все еще не понимал, откуда другой парень знает его имя. Но он также заметил, что этот парень похож на его школьного друга. Этого человека звали Ода, и он преуспевал во всем, от спорта до учебы. Вокруг него толпились девочки, но он выбрал Руту своим лучшим другом. Однажды Ода понял, что Руте нравится девочка из их класса, и посоветовал ему быть смелым и признаться ей во всем. Но сравнивая разницу между собой и Одой, Рута подумал, что из-за этой трусости он умрет девственником. Однажды он увидел, как девушка, которая ему нравилась, плачет, и это как-то связано с Одой. Поэтому он спросил и узнал, что Ода и девушка, которая ему нравилась, переспали. Руда не смог сохранить спокойствие и избил Оду. После этого обоих отстранили от занятий, а Ода вообще бросил школу. Руда слышал, что теперь он руководит большим клубом. Он почувствовал, что должен был спросить о том, что тогда произошло. Поразмыслив, он решил, что этот парень действительно может быть Одой. Затем им пришлось поделить скудные запасы еды, которые принес папа. Он был очень зол и пожалел, что присоединился к группе. Он знал, что ему нужно как можно скорее покинуть эту группу или попытаться быстро раздобыть чипсы. Рита пыталась накормить дядю тарой, но он продолжал плохо себя чувствовать. Папа осмотрел его и обнаружил, что яд ящерицы препятствует процессу выздоровления. Вспомнив, что в доме старой леди есть лекарства, Рута захотела вернуться туда и взять с собой папу, потому что он знал, какие лекарства нужны. Химика не доверяла папе, поэтому решила пойти к дяде. Дядя Тара снова остался дома, и Руда пообещал скоро вернуться с лекарствами. По дороге Химика пыталась предупредить Руду о папе. Но он поверил, что папа был хорошим человеком, потому что поделился с ним едой и спас дядю Тару. Когда они приехали, оба знали, что должны скрыть правду о старушке от папы, поэтому они солгали о том, как нашли это место. Затем все трое разделились, чтобы найти лекарство. Папа снова оказался в этом месте. Вскоре он добрался до аптечки и наугад схватил несколько пузырьков, так как большинство из них были уже непригодны для использования. Он подозвал Руду и спросил, доверяет ли тот ему, потому что ранее подслушал подозрения химика. Руда все же решил довериться ему, поэтому папа вручил ему чемодан и сказал, чтобы он хранил его в безопасности. Внезапно химика вернулась и сказала Руде выбросить чемодан. Папа понял, что его разоблачили, и немедленно взорвал бомбу.
Затем он радостно рассмеялся, думая, что разобрался с рудой. Он отправился на поиски химика и намеревался расправиться и с ней, но пожилая леди ударила его сзади ножом. Он сразу узнал ее. 10 минутами ранее химика пошла спросить у пожилой леди о лекарствах и узнала, что остались только антибиотики и обезболивающие. Она указала на комнату с лекарствами, и они обнаружили папу. Узнав старого знакомого, она предупредила химика о нем и о чемодане. Химика бросилась вниз, чтобы предупредить Руду, но было уже слишком поздно. Старая леди увела химика прочь, но у нее больше не было сил сопротивляться. Папа последовал за ней и взорвал бомбу, чтобы преградить им путь. Он вывел их на улицу и встал посередине, чтобы понаблюдать. Но пожилая леди взяла у химика бомбу и бросила в него. Он убежал в страхе, но на самом деле это было сделано для того, чтобы заманить ее туда, где он заложил бомбы и взорвал их. Пожилая леди упала, и поскольку она держала бомбу, она тоже взорвалась. Пожилая леди скончалась, пока папа преследовал химика, желая собрать все фишки, чтобы снова сбежать с острова. Он все же дал ей шанс присоединиться к нему, но она ему не поверила, потому что он уже обманывал старую леди подобным образом раньше. Поэтому он достал бомбу и бросил ее в нее. Она подумала, что теперь может умереть с чистой совестью. Внезапно бомба коснулась ее, но не взорвалась, потому что не была активирована. Это была бомба Руты, а значит, он не был мертв. Рута вышла из-за спины химика. То, как он избежал смерти, было несложно, он заметил, когда папа убежал. Поэтому он бросил чемодан и спрятался в ближайшем углу, получив лишь незначительные травмы. Теперь у папы были только дистанционные бомбы, так что у Руты все еще было преимущество. Рута решил отказаться от своей наивности и разобраться с папой. Папа отказался сдаваться и убежал, пытаясь заманить Рту туда, где он расставил ловушки. Он заманил Рту к бомбе и намеревался уничтожить его там, но неожиданно Рту переместил бомбу туда, где прятался папа. Затем Рту решил, что должен устранить эту угрозу, но старая леди вернулась. Она была еще жива и решила сама лишить папу жизни. Она так и не смогла простить его. Но только из-за того, что она извинилась, она решила поднять свою косу и отрезать ее не посередине, а сбоку. Она все равно не смогла заставить себя сделать это и даже спасла его. Рюда не мог этого понять, но химика отчасти понимала, думая, что, возможно, только женщины могут понять чувства друг друга. Тогда Рюта решил быстро вернуть лекарство дяде Таре. На обратном пути он также планировал осмотреть несколько трупов: труп толстяка, труп отца психически неуравновешенного ребенка и парня с короткой стрижкой, с которым он столкнулся в самом начале. В общей сложности там было всего 6 фишек, но у парня из Баскат было 2 типа бомб, так что должно быть у него было больше одной фишки. Затем он вернулся с химика, чтобы проверить, но все 3 трупа исчезли. Химика все еще чувствовала вину за убийство толстяка, поэтому Руда попытался убедить ее, что это была неизбежная самооборона. Тогда он не знал, кто взял чипсы, потому что только дядя Тара знал о 3 людях, с которыми он столкнулся. Возвращаясь в хижину, он поднялся по лестнице и услышал шум. Он обнаружил следящую бомбу такого типа, и единственным человеком, у которого она была, был дядя Тара. Пока он ждал их обоих, у дяди Тары постепенно начались галлюцинации. Он услышал голос своего сына, выбежал на улицу и упал. Он действительно хотел вернуться к сыну, но у него не хватило фишек. Появился образ его жены и напомнил ему, что у него действительно было достаточно. Он уже взял 2 фишки у отца Кая и толстяка, 3 фишки у Руды и 2 у него и химика, этого было достаточно. Вот почему он теперь нацелился на нас обоих. Когда он уже почти добрался до хижины, ящерицы проснулись. Дядя Тара подождал, пока они оба заберутся наверх, чтобы активировать бомбу. Когда бомба полетела в его сторону, он спрыгнул вниз и убежал. Она все еще преследовала его, и ему пришлось использовать железный прут, чтобы сбить ее с ног. Бомба прилетела снова, но несмотря на то, что в нее попали, она все еще была в пределах досягаемости взрыва. У Руды была повреждена нога. И то, и другое, если бы он попытался позвать дядю Тару, чтобы тот остановился. Химика знала, что это и есть та самая проблема, о которой упоминала ее тетя, в то время как Рюда сканировал, но ничего не нашел. Он понял, что дядя Тара сделал это из-за него, потому что он постоянно оставлял его одного, заставляя его так бояться. Он увидел,
видел, что она становится похожей на взрослых, которых он ненавидел. Ее отец был так занят работой, что пренебрегал семьей, из-за чего ее мать развелась и снова вышла замуж. Он не смирился с этим, поэтому устроил дома хаос, и теперь он пренебрегал дядей Тарой точно так же, как ее отец пренебрегал им. Химика решила встать на его защиту. Она знала, что эта бомба взорвется только в непосредственной близости от цели, поэтому она поймала бомбу и обезвредила ее. Увидев, как она защищала его, он понял, что она действительно была той химика, которую он знал по игре. Дядя Тера осознал проблему и сменил свою цель на химика. Но Руда поймал его и бросился ловить бомбу. Он убежал в страхе, но они оба заметили его. Они оба погнались за ним и хотели, чтобы он вернулся. Он думал, что преследует его, чтобы убить. Но потом он упал с горы и собирался использовать последнюю бомбу, чтобы расправиться с ними обоими. Однако, когда он услышал извинения Руты и ее мольбу вернуться, он был тронут. Он понял, что был неправ, и теперь, когда появились ящерицы, он понял, что это конец для него. Он извинился перед своей семьей за то, что больше не мог терпеть, и направил бомбу на себя, прежде чем взорвать ее. Когда они оба услышали взрыв, он пришел посмотреть и обнаружил, что погиб. Рута пытался винить себя за то, что не извинился раньше, но теперь у него не было ни малейшего шанса. После этого они оба вернулись в хижину, и Руда дал химика понять, что дядя Тара был таким же обычным человеком, как и все остальные. Он понимал, что дядя многое пережил, и его постоянное пренебрежение привело к тому, что дядя ушел. Но химика спросила, не хочет ли он покинуть это место. Она взяла 3 фишки из магазина дяди Тары. Если бы у него было 3 фишки плюс ее, ему бы хватило. Она хотела, чтобы он забрал ее жизнь и вернулся, потому что теперь ей некуда было идти. Он был единственным местом, куда она могла вернуться. И хотя это был всего лишь виртуальный мир, он много раз спасал ее и оставался рядом, когда она была в самом отчаянном положении. Она поняла, что он был ее надеждой на спасение, но он был не из тех людей, которые приняли бы ее самопожертвование. Он понял, что она была той химикой из игры, с которой он всегда хотел встретиться. Он попросил о первом поцелуе, и предполагалось, что у них двоих будет бессонная ночь. Но Руда заметил, что химика все еще напугана. Образ Оды возник в ее голове, побуждая Руду продолжать. Но он решил не уподобляться ему и потребовал, чтобы он убрался из ее головы. Тогда Руда повернулась к химика и пожелала ей оставаться оптимисткой. Он сказал, что соберет с ней достаточно фишек и сбежит отсюда. Когда придет время, он хотел бы встречаться с ней. Они обнялись.